На рубеже марта и апреля погода бывает самой разной. В родной деревне Денисово на юге Рязанской области в 2022 году в конце марта еще лежал снег. И где тут думать о ласточках, когда еще и чайки толком не успели согреться? В том же году, 4 апреля в Москве, еще лежал снег в долине реки Язвинки. Так что и тут никто не ждал ранних ласточек, кроме Куркампа и нескольких сотен наблюдателей птиц в Москве и Московской области. И не зря. Первые деревенские ласточки отметились в ту неласковую весну уже 9 апреля, сразу в двух местах Подмосковья, на юго-востоке и северо-западе. Можно было подумать, что раз прилетели ласточки, народные синоптики, то жди тепла. А не тут-то было. Даже в Москве до конца второй декады апреля средняя температура воздуха не поднималась выше 10 градусов по Цельсию. Очевидно, поэтому не спешили с прилетом городские ласточки. За последние 20 лет самый ранний возврат воронков в Московскую область был отмечен 13 апреля, но в холодную весну 2022 они появились почти на 2 недели позже, 26 числа. Таким образом, первыми обычно прилетают деревенские, а вторыми – городские ласточки. Ну и последний вслед за воронком возвращается на родину береговая ласточка. Ее в 2022 году впервые встретили 29 апреля. Хотя вообще самая ранняя встреча для береговушки в Подмосковье в новом тысячелетии – 18 апреля. Примечательно, что черный стриж в 2022 прилетел практически одновременно с береговушкой в конце апреля, а самая ранняя встреча для него – это 23 число. Более наглядно прилет и отлет птиц в Европу можно увидеть на Евроберд-портале. Вот, например, появление ласточек-косаток в 2022 году. Обратите внимание, что есть немного данных по России, по крайней мере хорошо отражена картина в Московской области. Это стало возможно благодаря усилиям Ильи Уколова, разработчика онлайн-дневников наблюдений, и, конечно, сотням натуралистов, которые вносят данные в базу через мобильные приложения или непосредственно через сайт rubirds.ru. Все познается в сравнении, поэтому давайте посмотрим, как идет весенний пролет деревенской ласточки слева и городской справа. В первой декаде апреля мы уже видим первую касатку на подлете к Московской области, тогда как воронок пока отметился только на юге европейской части России. К середине апреля воронков отметили между Воронежем и Саратовом, и к концу месяца они добрались до Московской области. На рубеже мая-апреля появляются первые городские ласточки в Санкт-Петербурге. И хотя первые ласточки – это важное фенологическое явление, нужно понимать, что в разные годы сроки могут отличаться на 2-3 недели, а то и больше. И куда более стабилен массовый прилет птиц, который всегда заметно отстает от авангарда. В среднем в Московской и Рязанской областях массовое появление деревенских ласточек приходится на первую декаду мая, городских на вторую, а береговушек на третью. Питание. Рацион ласточек во многом определяется способом питания. С утра до вечера носятся птицы в воздушном океане и кажется, что ловят все, что поместится в клюв. Но если бы это было так, то у всех птиц, которые охотятся в воздухе, меню оказалось бы одинаковым. Но на деле в одной и той же местности рацион разных видов птиц зависит от того, где, когда и как они охотятся. Например, золотистые щурки ловят насекомых обычно в воздухе. Нередко для охоты используют присады. Щурки добывают в основном довольно крупную добычу. Бабочки, стрекозы и даже пчелы и осы – вот неполный перечень их рациона. Также с присады охотятся мухоловки. Например, серая мухоловка очень близка к ласточкам по габаритам, но она все же ловит более или менее крупных насекомых, в том числе бабочек и мух. Есть такая поговорка:
У него ласточкин роток, зевок, шлакоток. Однако это не значит, что ласточки готовы ловить, скажем, крупных майских жуков. Теоретически в клюв они поместятся. Но не все полезно, что в рот пролезло. Начнем с самой крупной нашей ласточки, с деревенской. Очевидно, она должна быть универсальным охотником, раз может позволить себе прилетать раньше, чем ее младшие сестры, а улетать позже. И если для гнезда касатка ищет тесное, уютное место под потолком в помещении, то для охоты за насекомыми и пауками ей нужен простор. Луга и поля, долины рек, грунтовые дороги, а также фруктовые сады – все это подходящие угодья для промысла. Касатки могут охотиться на высоте 20-30 метров или значительно ниже. В полете они могут прижиматься к самой земле или траве до 30 сантиметров или вообще вплотную. В Великобритании в свое время определили среднюю высоту охоты касатки в 9 метров над землей. Высокая маневренность и ловкость позволяют деревенским ласточкам выхватывать пауков из паутины, снимать насекомых с растений и со стен зданий. Зависая у мест скоплений добычи и даже намеренно задевая их крыльями, деревенские ласточки могут спугивать насекомых и тут же хватать их в воздухе. Но куда сподручнее пользоваться услугами других животных более крупных размеров. Пасущийся крупный рогатый скот отлично подходит для ласточек и как живая приманка для гнуса, и как загончик, который поднимает из травы испуганных насекомых. Точно так же ласточки используют и работающую технику в полях, и просто автомобиль или другой транспорт, едущий по грунтовой дороге. Сами ласточки-касатки при охоте за крупными насекомыми держат скорость в среднем на уровне 40 км в час, редко больше. При этом большая часть времени, около 90%, используется машущий полет. Планирующий хоть и менее энергозатратный, но подходит только для ловли мелких насекомых. Для сравнения, как раз у городских ласточек машущий и планирующий полет используются примерно поровну, 50 на 50. В теплую солнечную погоду у ласточек нет проблем с добычей. Но как охотиться во время сильного ветра, тем более что порывистый ветер часто сопровождается резким похолоданием, особенно ранней весной или осенью. Как-то в первой декаде мая температура воздуха опустилась до плюс 5 градусов по Цельсию. Подул сильный ветер и принес с собой промозглый дождь. Я наблюдал, как стаи пролетных деревенских и городских ласточек в это время охотились с подветренной стороны деревьев. Листья на прибрежной ольхе уже успели немного набрать силу и привлечь первых насекомых. Видимо, их и подбирали ласточки. Кроме того, ласточки иногда собирают членистоногих, садясь на землю или на растения, например, облепляют початки кукурузы или даже чертополоха. При массовом размножении гусениц могут склевывать их с листьев, усаживаясь на дерево. В ненастье ласточки любят охотиться над реками и озерами, и тогда берут живность прямо с камней или с воды. В последнем случае иногда даже погружают голову в воду. Рацион ласточек изучают 3 способами. Первый – это сбор и сортировка корма, который приносят птенцам. Второй – изучение хитиновых остатков насекомых в помете. Третий способ – анализ содержимого желудков взрослых птиц. Последний по понятным причинам применяется реже всего. Но именно такой подход позволил выяснить, что взрослые птицы сами питаются в основном очень мелкими насекомыми, а птенцам приносят более крупную добычу. Очевидно, это связано со снижением затрат на полупустые авиарейсы. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. То, что Пушкину в тягость, птицам наоборот, в радость. Первое место в меню ласточек-касаток занимают насекомые из отряда двукрылые. В Европе на их долю приходится порядка 60-90% всей добычи. Двукрылые – это как раз мухи, слепни, журчалки, комары и прочий гнус.
Причем во время массового лета и роения насекомых ласточки временно могут переключиться на питание только ими. На зимовке, например, в Малайзии, структура рациона деревенских ласточек может быть совсем другой. Там более 80% составляли перепончатокрылые, в первую очередь крылатые особи муравьев. Иногда ласточки ловят ос и пчел, но из последних обычно выбирают трутней, поскольку у них нет жала. Экспериментально установлено, что если рабочая пчела ужалит деревенскую ласточку, птица вскоре погибнет от действия яда. На пролете больше половины рациона ласточек могут составлять жуки. Но и в период откладки яиц, например, в Англии, жесткокрылые – это примерно четвертая часть меню. Представители других отрядов насекомых, а также пауки, тоже входят в рацион ласточек, но обычно в небольшом количестве. Но, пожалуй, самый неожиданный объект в рационе – это рыба. Как известно, рыбный день – это четверг, то есть всего один день в неделю, так что и ласточки нельзя сказать, чтобы часто устраивают полезную трапезу. По наблюдениям Мерзилкина, ласточки добывали мелкую рыбешку с лету, частично окунаясь в воду. Предположительно, добычей ласточек были верховки или обыкновенные овсянки. Это такие маленькие рыбки. Это тоже обыкновенная овсянка, но ее за рыбалкой никто пока не отмечал. Наиболее типичный рыболов из небольших птиц – зимородок. Однако в некоторых случаях ему подражают и насекомоядные птицы, например, зарянки и черные дрозды. Так что неудивительно, что и ласточки опускают рот-сачок в воду в надежде поживиться. Деревенские и городские ласточки часто живут и охотятся в одной местности. Особенно воронки ценят просторы над полями и лугами, где они могут летать без устали большую часть времени. Вне периода размножения воронки примерно половину времени суток находятся в воздухе, а при выкармливании птенцов до 14-15 часов. Причем 50% времени они планируют и тратят меньше энергии, чем во время машущего полета. По сравнению с деревенскими ласточками, городские ловят более мелкую добычу. В меню воронков двукрылые и равнокрылые хоботные насекомые составляют примерно 80%. Пауки встречаются в небольшом количестве, но регулярно и заметно чаще, чем в рационе косаток. Чем выше температура воздуха, тем сильнее отличается состав корма у воронков и косаток в одной и той же местности. А вот при похолодании оба вида часто охотятся рядом с подветренной стороны деревьев, особенно в фруктовых садах. И тогда их меню уже почти совпадает. В ненастье открытые пространства воды притягивают к себе различных насекомых, а вслед за ними появляются и ласточки. Но если деревенские и городские ласточки не постоянные гости водоемов, то для береговушек река с обрывом – это и хлеб, и кров. Помимо воздушного пространства над водоемами, береговые ласточки преследуют насекомых над болотами, лугами и полями. Могут даже иногда садиться на землю и собирать насекомых с нее. Интересно, что в тихую ясную погоду береговушки охотятся довольно низко над землей или над водой. В пасмурную и дождливую они поднимаются высоко в воздух, а при сильном ветре, так же как воронок с косаткой, держатся с подветренной стороны деревьев или обрыва, с которых порывы ветра срывают насекомых и пауков. Питание птенцов-береговушек в прошлом столетии изучали в Охском заповеднике в Рязанской области. На берегу реки Оки больше половины всех экземпляров пищи составляли равнокрылые, особенно цикады. Доля двукрылых в меню составила всего 37%, в том числе мелкие мушки и комары. В то же время на берегу реки Пры, наоборот, 50% пришлось на двукрылых насекомых, а 22% на равнокрылых с преобладанием тли. Словом, меню птенцов, очевидно, сильно зависит от места охоты ласточек. В
1960 году, когда проводились исследования, еще было популярно разделять животных на полезных и вредных. В результате выяснили, что в среднем для двух популяций береговушек 76% добычи составляют вредители сельского и лесного хозяйства, а потому и ласточки были признаны полезными и заслуживающими охраны. К таким же выводам пришли ученые, которые исследовали содержимое зоба и желудков береговых ласточек в середине прошлого столетия. В питании взрослых птиц мухи составили почти 60%. Кроме двукрылых и равнокрылых, в меню береговушек жуки иногда могут составлять почти треть добычи. Относительно немного добывают они клопов, перепончатокрылых и других насекомых, а также пауков. Подобно другим ласточкам, береговушки мелких насекомых едят сами, а более крупных относят к птенцам. Для перетирания хитиновых покровов насекомых в мускульном желудке ласточки иногда склевывают маленькие камешки с земли. Кроме того, для восполнения минерального дефицита ласточки порой садятся на глинистые склоны, где склевывают кусочки грунта, содержащие необходимые элементы. Среди наших птиц, пожалуй, только стрижи сильнее зависят от хорошей погоды, чем ласточки. Затяжные дожди и похолодание приводят к тому, что большинство насекомых впадают в оцепенение, и в воздухе почти невозможно найти пропитание. В ненастье дольше всего держатся деревенские ласточки. Они могут собирать насекомых с растений из земли, когда береговушка и воронок уже перестают охотиться. В Великобритании установлено, что в период яйцекладки уже при температуре плюс 8 градусов большинство касаток перестают вылетать за насекомыми. А если еще и дождливо, то при плюс 12 градусов ласточки сушат весла. И хотя отдельные особи еще могут добывать насекомых, большинство ласточек живут за счет небольших запасов жира, которых хватает на двое суток. В это время ласточки-касатки еще удерживают температуру тела на уровне 38-39 градусов, но затем на ночь начинают впадать в оцепенение со снижением температуры тела до 32,5 градусов при температуре окружающей среды плюс 5 градусов. При похолодании городские ласточки тоже экономят энергию. Они не вылетают утром на охоту, пока воздух не прогреется достаточно, чтобы в нем появились насекомые. Едва начнется дождь, воронки спешат спрятаться в гнезда под карниз, чтобы не тратить попусту драгоценные силы. Кормовая активность воронков определяется не только температурой воздуха, но также ветром и облачностью. Например, даже при плюс 5 градусов в ясную погоду они могут охотиться, но в ветреную и пасмурную погоду прячутся уже при плюс 10. Наконец, во время шторма даже плюс 15 градусов по Цельсию во время шторма даже при плюс 15 градусах по Цельсию ласточки будут пережидать ненастье в укрытии. При температуре воздуха плюс 5 градусов воронки не летают за насекомыми и могут, подобно деревенским ласточкам, жить за счет жировых запасов в течение 2 суток. За это время они похудеют на треть своего веса, но едва потеплеет, быстро восстановят жировое депо. Если голодовка продлится дольше, то ночью воронки начинают применять режим энергосбережения. В норме их температура в темное время суток 38,4 градуса, но при оцепенении она падает до 30-35 градусов. Снижение обмена веществ позволяет городским ласточкам при температуре воздуха плюс 5 градусов сэкономить до 40% энергии по сравнению с обычным состоянием. В отряде воробьинообразных это, наверное, один из самых выдающихся результатов. Более глубокое оцепенение в классе птиц свойственно только стрижам, колибри и козадоям. Некоторые козадои впадают в некое подобие спячки, которая может продлиться почти 3 месяца. Но ласточки таким режимом похвастаться не могут.
И при голодании они начинают собираться на чердаках, сараях и других постройках, образуя большие скопления. Буквально скучиваются, гроздями висят друг на друге, что, видимо, позволяет сэкономить немного тепла. Во время шторма в Эстонии в 1959 году в таких скоплениях ласточки начали гибнуть уже на второй день ненастья, а массовая гибель пришлась на четвертый и пятый день вынужденной голодовки. Береговая ласточка неспроста прилетает позже своих сестер. Уже при температуре плюс 10 градусов и ниже она не может себя прокормить, а в дождливую погоду, даже если будет теплее на пару градусов, тоже останется голодной. Жировые запасы, которые составляют до 30% веса тела, позволяют продержаться береговушкам примерно 30 часов без еды при температуре воздуха плюс 5 градусов. Известны случаи, когда часть береговых ласточек смогли пережить трехдневный шторм. За это время они потеряли почти 5 граммов веса, то есть похудели с 15-16 до 9-10 граммов. После расхода жира береговушки на ночь впадают в оцепенение, и температура тела снижается с нормальных 37-38 до 32,5-35 градусов. Так же, как и другие ласточки, береговушки в экстремальных условиях собираются на чердаках зданий и других укромных местах, где сбиваются в кучу. Считается, что вкупе с оцепенением это позволяет птицам сэкономить до 60% энергии. В группировке из 300 птиц, образовавшейся на чердаке за 3 дня без кормицы, погибло примерно 20% ласточек. Своими телами они образовали ковер, на котором их живые собратья смогли пережить шторм и дождаться солнца. Если бы ласточки знали наперед, сколько продлится ненастье, разве стали бы они рисковать? Ведь до появления птенцов они всегда могут улететь прочь от шторма или затяжных дождей. Даже если в гнездах уже отложены первые яйца, какой с них прок, если их некому будет насиживать? Нет, долгосрочный прогноз погоды даже на неделю вперед вряд ли под силу птицам. По крайней мере, тысячам ласточек, которые ставят на кон все, лишь бы остаться в родных краях, лишь бы дождаться солнца и спеть счастливую песню.